Всем привет! Так как имелись постоянные жалобы на плохой звук голоса в дороге, решил в этом видео попробовать другой подход и использовать закадровую озвучку. Буду рад, если в комментариях напишите, что лучше, такой закадровый текст повествования или вариант с плохим звуком, но голос здоровый. Итак, поехали! Так начался мой очередной день второго мотопутешествия. И в этот день мне предстоит дорога сразу через три знаменитых альпийских перевала: Тимирсьох, Герваспас и Гросс-Глокнер. К счастью, в этот день погода мне благоволила, светило солнце, и от вчерашней непогоды не осталось и следа. Кроме того, ночевал я всего в 30 километрах от начала Тимирсьох в маленьком альпийском отельчике Альпенхотель, где, кстати, на удивление, был даже очень неплохой завтрак включен. Так что от отеля до начала моих любимых горных серпантинов ехать мне предстояло совсем недолго. Да и уже по пути виды не переставали радовать. И вот всего через час пути вдоль дороги стали появляться щиты о том, что приближаюсь к Тимирсьоху. К этому моменту я уже достиг высоты 1,8 километров, и несмотря на солнце, температура опустилась до 13 градусов. Ну а пока любуетесь красотами этого подъема, разрешите пару слов сказать о моем попутчике. В моем прошлом путешествии самым частым вопросом было: как так, ты что, один путешествуешь? Не страшно, не скучно и так далее. Так что в этот раз, чтобы таких вопросов не было, я отправился не один, а с попутчиком. Знакомьтесь, это Селезень Григорий, и это путешествие он будет сопровождать меня. Не скрою, были опасения, что в какой-то момент Григорий решит убежать, но скажу наперед, он оказался верным спутником и товарищем в дороге и сопровождал меня все эти несколько дней. И побывал со мной не только в австрийских Альпах, но также и в Черногории, Хорватии, Албании, Косово и в Республике Северная Македония, о чем я обязательно покажу в следующих видео. А сейчас наслаждайтесь видами. Впереди вас ждет Тимирсьох и высота 2474 метра.
прошло и часа, как я добрался до верхней точки подъема, 2,5 километра. Светит солнце, погода отличная, но чем не повод прогуляться и размять ноги, прогуливаясь среди пирамидок из камушков и, конечно же, дать полетать одной из моих птичек. Да-да, кроме Григория, со мной в дороге еще муха и ворона. Именно они позволяют снимать все эти виды сверху. Полетели! Проруха. На эмоциях не заметил, что поставил мотоцикл на подножку под уклон и как результат чуть не уронил его. Хорошо вовремя успел среагировать. А между тем в этом месте, собственно, заканчивается австрийская часть перевала Тиммельсьёх, и следующие 80 километров продолжается уже через живописные итальянские горные виды, после чего сверну на трассу А22, по которой вновь еду в Австрию, но уже с другой стороны. Поехали!
Эти горные виды просто невероятны. На протяжении всего спуска они меня то и дело заставляли делать остановки, полюбоваться всеми этими невероятными пейзажами. И они настолько разные, так быстро сменяют один другой. Всего несколько километров назад это были камни и снег, а сейчас это зеленые склоны и ручьи. Еще только 12 часов дня, а я уже переполнен эмоциями. А между тем спуск по территории Италии еще только начался. Вот и остался позади перевал Тимирсих. Я все еще еду по Италии, я все еще в горах, и на часах еще нету даже часа дня. А это значит, что впереди нас ждут еще приключения, горы и пейзажи. Всего за один этот день у меня в планах было проехать через 3 больших перевала. А удастся ли это на практике, смотрите в следующих сериях. До скорого!